Ребята, добрый день, с вами сегодня Володя, и мы сегодня поговорим о именах и их фамилиях в Германии. А вы задумывались, как будет звучать ваше имя или фамилия в Германии? Сможет ли вообще местный немец выговорить ваше имя или фамилию, и вообще есть ли такие имена в Германии? Я расскажу чисто со своего опыта, так как я уже проживаю в Германии 20 лет, и когда мы приехали в Германию, со мной, как говорится, получилась такая же ситуация, что такого имени в Германии нету. Стоп, давайте сперва поговорим о именах. Например, если вас звать Иван, приезжая в Германию, вы будете или Ханс, или Йохан. Если вы Евгений, красивое имя Евгений, то в Германии такого имени нету, то вы будете Ойген. Также Сергей. По идее, Сергей нормальное имя, но я знаю многих знакомых, которых звать Сергей, и они, по сути говоря, они просто Зигфрид. Женщинам тоже, например, Ирина, их называют Ирен. Я не понимаю, нормальное имя можно выговорить. Также русские фамилии, скажем, у немцев очень тяжело с длинными фамилиями, например, как Долгополов, Пытьев, ну, я не знаю, там, Захаров или еще что-то типа такого. Им очень тяжело выговаривать эти фамилии, плюс, что некоторых букв здесь у них в алфавите нету, это как скажем, например, фамилия Пытьев, или как у меня Брейзе, икротки здесь нету. И потом начинается, они начинают или коверкать вашу фамилию, или вам, как в моем случае, придется просто переменить одну буковку, и фамилия чуть-чуть искажается, можно сказать. Давайте, наверное, расскажу со своего опыта. 20 лет назад мы приехали сюда, вернее, я приехал с родителями, мне как раз здесь исполнилось 16 лет. Ну и пока было все оформление бумаг туда-сюда, подошло время, когда началось оформление Фамильнбух. Это по переводу получается, что семейная книга. Туда заносится ваш год рождения, ваша фамилия, имя, как пишется, все такое. Ну, конечно, вам нужно принести свидетельство русское, переведенное на немецкий в то время. Сейчас, как я не знаю, ребята, я рассказываю, как это было 20 лет тому назад. Но так как мне исполнилось 16 лет, я мог сам решать, как я хочу, чтобы меня звали туда-сюда, потому что в 16 лет здесь ты получаешься как бы уже чуть ли не совершеннолетний, тебе почти что уже все можно самому решать, даже можно в школу не ходить, пропускать и самому писать извинительные, да, вроде бы будет. Ну и вот подошло время, мы пришли в эту шарашку, Фамильнбух вроде бы, ну и начинается, мол, типа так и так говорят, Владимир, такого имени нету, будешь Вальдемар. А мне было тогда, как говорится, уже такой возраст, 16 лет, я в себе был уверен, я сказал, нет, я хочу быть Владимиром, потому что мне дали это имя родители туда-сюда. Кстати, я благодарен, что в то время я все-таки настоял на этом, чтобы меня оставили, мое имя оставили, которое оно есть. Но все равно они мне подосрали, они занесли мое имя Владимир, скажем, в мои документы, но первую букву они взяли не В, а букву Фау, потому что в Германии она тоже считается как В. Ну, по идее, мне теперь Владимир. Ну, черт с ними. Да, записали они меня как Владимир с буквой Фау спереди. А мою фамилию, так как она Брейзе, буквы И краткой нету. И что мы будем делать? И мы все-таки решили букву И краткую поменять на букву И. И получается, что когда в немецком и И вместе считается, получается Брайзе. Ну, по идее, уже больше похоже на немецкую фамилию. И немцам, можно сказать, даже было бы не тяжело ее, как говорится, услышать и написать, если ты где-то заходишь, говоришь, здравствуйте, меня звать Брайзе, туда-сюда. И все равно меня переспрашивают, а как она пишется? Я говорю, очень просто. Райзе и Б. Буква Б перед этим словом. Так как слово райзе по-немецки это путешествие. Ну, и они, даже легко. Я говорю, ну вот, видишь ли. А когда я тебе захожу и говорю, здравствуйте, здесь такой-то Хер Брайзе, то вы не слышите. Может быть, зависит от того, как я говорю, то, что я шепелявлю. Заметили, кстати.
Да, вот это вот моя история. И вот я Владимиром Брайзе остался в Германии. И то у многих проблема с моим именем Владимир, она потому что длинная. И если я вот где-то разговариваю, и человек хочет сказать мое имя, там, Владимир, я вижу, что он вспоминает, как это было правильно, чтобы сказать. Из-за этого я на работе, и уже годами я просто сказал ребятам, ребята, не парьтесь, зовите меня просто Влади, и все. Это как бы получается Абкюрцен, как это будет по-русски? Ну, коротенькое имя, ну не кличка. Ну и вот я уже как годами на работе просто Влади. Даже все мастера меня знают как Влади, а не Владимир. И вот им легче, и мне хорошо, они хоть и париться не будут каждый раз. О, правильно я сказал твое имя или нет. Вот так вот. Насчет имен, да, у нас, кстати, мне сейчас, мы вот стоим здесь, вот высокие дома, и мне как раз история пришла на голову. Нам тогда было, вернее, мне было 17 лет, мы в такой шайке лазили, ну, всегда ребята должны в какой-то шайке находиться. И у нас были ребята 15, 16, 17 лет, это наша шайка была, и мы зашли в дом и поднялись на самый верх, потому что хотели посмотреть на Бремгафен, это самые высокие здания в Бремгафене, вернее, в нашем городе. Ну и там стояли и как щеглами плювались вниз, и кто-то вызвал ментов, полицая. Ну и нас, короче, в машину и на Ваха это будет, ну, короче, в ментовку. Ну и давай, ясно, черт, ни у кого нету документов в основном, и давай записывать наши данные, проверять в компьютере. У нас был один, вернее, знакомый, Сергей его звать. Серега. Ну, он говорит, Серега, фамилия такая-такая-то, они пробивают. Ну, вернее, записали сперва все имена, пробили, приходят, так, все могут идти, а ты остаешься. Он такие шары. Он, чего я должен здесь остаться? Он говорит, так и так, вы такого нету, Сергея такого. Он такой, как нету? Потом сидит он, говорит, я забыл, говорит, меня-то, говорит, не Сергей звать, меня Зиги звать. А что, мы, ребята, с ним общаемся, он Серега, он говорит, я уже 15 лет был Серега, тут ни с того сего Зигфрид. Ну, они опять же забивают в компьютер, Зиги, такая фамилия, да, есть, проживает там-то, есть. Они говорят, мы вам все равно не верим, мы вас сейчас отвезем домой, вы вынесете нам свои документы, паспорт, аусвайс этот. Вот, поехали домой, у родителей паника, привозят ребенка, ему тогда было сколько? Мне 16, если было, мне было 17, ему где-то 16 было. Паника, что он натворил туда-сюда, ну, короче, вот такая канитель. Ну и вот, ребята, хотелось поговорить насчет этого, на эту тему, потому что у нас как-то что-то поднялось на работе тема, потому что у меня под каналом стоит мое русское имя Владимир Брейзи, и меня тут Валентин на работе спросил, а почему там стоит так, а по-немецки Брайзе. Ну вот мы разговорились, так и так. Конечно, легко тем, кто приезжает сюда, и у них фамилия как Вагнер, как Эйберт, ну еще какие фамилии есть, не знаю. Ну, настоящие немецкие фамилии, их просто не трогают, оставляют. Нам говорили, когда это вот вся канитель было 20 лет, потому что многие тоже возмущались, потому что никто не хотел, чтобы на него говорили Вальдемар. Представляете, вот приезжает мужчина, которого уже лет 35 звали Владимиром, тут он теперь должен быть Вальдемаром. Ну, возмущались, почему, как. Они, мол, типа говорили, что мы вас хотим, как говорится, внедрить в общество, и чтобы вы так сильно не выделялись своими именами из общества. Ребята, посмотрите на мое лицо. Вы хоть меня назовите Гансом или еще кем-то, у меня русское лицо, я... Ну ладно, отбился от темы. Ну и вот, типа, интегрировать нас хотели в общество. Из этого вот меняли имена. Как сейчас, в данный момент, я не знаю, или до сих пор еще эта политика у них существует, что если приезжаешь на ПМЖ в Германию, что ты должен как-то брать немецкое имя или менять свое имя, чтобы оно как-то подходило, как говорится, к немецкому, ну не знаю, к немецкой культуре, вот так вот можно сказать. Ну, люди привыкают к своим именам, как говорится, к Вальдемарам или что. Я вот был категорически против, и я рад, что я остался Владимиром, так как Вальдемар имя, это очень старое имя немецкое, и в основном уже лет 10-20 уже никто своих детей не называет Вальдемарами, понимаете? И ты приезжаешь сюда, и ты Вальдемар. И это
Вальдемар это такое деревенское имя, как, не знаю, Вася, что ли. А вот мне интересно, если ты сюда приезжаешь, у тебя Василий имя, как тебя будут звать? Кстати, ребята, кто с Германии, я знаю, что меня с Германии много смотрят, пишите в комментариях свой опыт, как у вас было, когда вы приехали в Германию, и как сильно изменилось ваше имя и фамилия. Так ли все осталось? Да, я не знаю. Интересно все равно. Так, ребята, вроде бы я все сказал, что хотел сказать. Я считал, что эту тему можно поднять, даже поговорить на нее. Можно будет потом завести на нее дискуссию. Если будут хорошие комментарии, я отвечу на них. Может быть, даже повторим видос под комментарии. Так что, ребята, с вами был Володя. Спасибо, что вы заглянули на мой канал, что не забываете смотреть мои видосы и не забывайте ставить пальчики наверх. Я вам благодарен. Также, если кто-то забежал в гости только что, не забудьте подписаться, а то вы пропустите мои видосы. А чтобы совсем не пропустить мои видосы, нажимайте на колокольчик, и вы будете первый, кто узнает о моем новом видео. Так, все. На сегодня это у нас будет все. Посмотрим, что будет завтра или послезавтра. Так что, с вами был Володя. Всего хорошего. Пока.